Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом соуса из красной смородины на зиму. Смородина у меня из своего сада. Вчера я ее сорвала, помыла и убрала в холодильник. А сегодня готовлю соус, который отлично подойдет к мясным и рыбным блюдам. Смородины у меня 1 килограмм 970 грамм. Добавляю 800 грамм сахара. Все ингредиенты в рецепте по вкусу. Перемешиваю и на медленном огне помешивая, чтобы смородина не пригорела, довожу ее до кипения и растворения сахара. Готовлю соус в кастрюле с толстым дном. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Смородина дала сок. Специи в соус добавляю сразу, так как некоторые из них кусочками. Их я позже удалю из соуса вместе с косточками. Добавляю 4 чайные ложки смеси перцев. В их составе молотые черный, белый, душистый и красный перец, а также красная и зеленая паприка. В этой смеси 1 чайная ложка имбиря, пол чайной ложки гвоздики, 1 чайная ложка корицы и пол чайной ложки кусочков перца чили. Добавляю специи в соус и перемешиваю. Добавляю 2 чайные ложки соли, и через пресс 4 крупных зубчика чеснока. Соус закипел. Готовлю его 5 минут на медленном огне. Выключаю плиту и при помощи погружного блендера пюрирую смородину. Готовлю еще 5 минут, периодически помешивая. Чтобы удалить косточки и крупные кусочки специй из соуса, протираю его через сито. Жмых у меня не совсем сухой. Если хотите, можете протереть сильнее. Низ сита очищаю ножом. Чтобы сито не касалось соуса в миске, переливаю его в кастрюлю. Вот столько жмыха у меня получилось. Переливаю соус назад в кастрюлю, в которой я его готовила. У этой кастрюли есть носик, и из нее удобно наливать соус в банки. Чтобы соус не получился густым и не превратился в желе, добавляю 200 мл воды. Перемешиваю. Соус все еще густой. Я хочу получить более жидкую консистенцию, поэтому добавляю еще 150 мл воды. Количество воды добавляйте, исходя из консистенции вашего соуса. Включаю плиту, довожу соус до кипения и готовлю на медленном огне примерно 10 минут, периодически помешивая. Образующуюся пену необходимо снимать. Готовый соус кипящим разливаю в горячие банки. Банки я только что достала из духовки, где они стерилизовались. И закрываю горячими крышками. Их я достала из кипящей воды. У меня получился 1 литр 830 мл соуса.
Это 3 банки по пол-литра, одна баночка объемом 330 мл и совсем немного соуса осталось. Вот его консистенцию я вам и продемонстрирую завтра. Ненадолго переворачиваю банки на крышке, чтобы убедиться, что соус из банок не течет. Буквально на 1 минуту. Производитель крышек не рекомендует переворачивать банки. И даю банкам соусом остыть при комнатной температуре. Оставляю банки на столе на ночь. Вот так выглядит мой соус на следующий день. Он в меру жидкий. Сейчас лето, и температура воздуха у меня в столовой 24 градуса. Если соус постоит в холодильнике, он станет гуще. Соус вкусный, пахнет приятно, и у него красивый насыщенный цвет. Этот соус добавит изюминку любым мясным или рыбным блюдам. Список продуктов, которые мне понадобились, чтобы приготовить этот соус из красной смородины, вы сейчас видите на экране. В моей семье любят этот соус. Мои мужчины едят с ним даже шашлыки. Хранить его можно как при комнатной температуре, так и в прохладном месте, например, в холодильнике. Я храню всю свою консервацию в погребе. Если захотите себя побаловать, приготовьте этот соус. Его вкус вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!